Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что 2022 Polestar 2 Single Motor First Drive, более низкая цена электромобиля, большая привлекательность. Когда в прошлом году был запущен Polestar 2, самая большая критика, которую мы могли вынести в адрес конкурента Tesla Model 3, заключалась в том, что он был слишком дорогим. Теперь один двигатель Polestar 2 2022 года решит эту проблему. Отказ от второго мотора и добавление некоторых тонкостей в качестве опций помогает сократить сумму в $14 тысяч от рекомендованной цены по сравнению с тем, что до сих пор вам стоил Polestar 2. Прошло всего 2 года с тех пор, как Polestar стала большим толчком Volvo и Geely в области электромобилей. Хотя никто никогда не говорил, что портфель брендов Geely прост. Вы можете думать о Polestar как о компании по производству электромобилей, которая носит на рукаве свои чудаковатые технологии. Он также может сначала поиграть с новейшими функциями, прежде чем Volvo, которые все еще находятся на полпути к электрификации, сможет развернуть его для более широкой, вероятно, более традиционной аудитории. Одной из серьезных проблем Polestar сейчас является расширение ее физического присутствия, хотя ее относительно небольшая сеть выставочных залов до сих пор сдерживала ее. По словам автопроизводителя, 60% клиентов Polestar размещают заказ еще до того, как протестировал автомобиль, и реакция на ценообразование без торга, по-видимому, также была положительной. Первоначальная стратегия Polestar, по сути, единственная усовершенствованная версия Polestar 2 с небольшими возможностями, тоже упростила задачу. Однако в модельном году 2022 модельный ряд Polestar 2 будет расширяться. Вы по-прежнему сможете получить полностью укомплектованный двигатель Polestar 2 Dual Motor с пакетом Performance, в комплекте с регулируемыми амортизаторами Охренс, более мощными Brembo и золотой отделкой, но автопроизводитель также продаст вам версию с дополнительными опциями по частям. В то время как новый одиночный двигатель Polestar 2 будет предлагать значительно более низкую точку входа в линейку. Это также увеличит максимальную дальность действия автопроизводителя, что никогда не повредит на одержимом статистикой рынке электромобилей. Polestar 2 Single Motor обходится без заднего электропривода, вместо этого выбирает передний двигатель. Это наследие платформы COM, на которой она основана. Изначально она была спроектирована с учетом внутреннего сгорания. Это дало Polestar фору для получения динамики движения переднеприводного автомобиля. Хотя мне сказали, что нет реальной причины, по которой версия с задним приводом не могла быть предложена в какой-то момент, если бы быть на это спросом. Батарея дальнего действия на 78 копеек-Ватт, из которых 75 копеек-Ватт пригодна для использования, после того как Polestar зарезервирует немного для компенсации естественной деградации ячеек с течением времени, такая же, как в автомобиле с двумя двигателями, хотя здесь ожидается, что она будет рассчитана на 265 миль на цикл испытания ПА. Это все, что мы видели до сих пор от Polestar EV, хотя Polestar 2 Dual Motor тоже подтолкнул. Обновление программного обеспечения, загруженное с завода на электромобиль 2022 модельного года и доставленное в качестве недавнего беспроводного ОУТа, обновление для автомобилей 2021 года, увеличило его до 249 миль, что на 16 миль больше, чем было обещано изначально. Polestar воодушевлена потенциалом обновлений ОУТа для улучшения своих электромобилей на протяжении их жизненного цикла, но стоит упомянуть, что есть еще один способ добиться большего от автомобилей. Новый вариант теплового насоса в класс P от Polestar 2 ориентирован. В частности, на водителей в холодном климате, он чертовски сложен, немного похож на кондиционер, только в обратном направлении, но в основном он использует температуру окружающего воздуха для более эффективного обогрева кабины и аккумулятора. По словам Polestar, даже в холодных условиях вы можете увидеть на 10% больше дальности полета. И это улучшение не включено в цифры ЭПА, учитывая, что холодный климат может существенно снизить запас хода электромобиля. Это может иметь большое значение для владения Polestar 2 за пределами штатов с более умеренным климатом. Класс P – это вариант стоимостью $4000 для Polestar 2 Single Motor. Помимо стартовой цены автомобиля в $45 900, плюс $1300 США. В стандартную комплектацию входят 19-дюймовые легкосплавные диски Black Diamond Cut с 5V-образными спицами и черная краска Void. В 2022 году он сочетается с новым пакетом Void Dark Package, который меняет внешнюю хромированную отделку вокруг решетки, окон и других областей для соответствия черному цвету.
Если вам нужен более мрачный Polestar 2, все, что вам действительно нужно добавить, это оттенок окна. Остальные цвета в палитре Polestar также сдержаны: серебристый, темно-синий и серый имеются в большом количестве по цене $1200 за каждый. Простите меня, если я скучаю по варианту Polestar Cyan Blue, к сожалению, Volvo оставила право собственности на этот оттенок команде гоночных автомобилей, у которой она купила тюнинговый бренд Polestar, или некоторые другие, более яркие варианты. Вместо этого электромобиль в стиле фастбэк выглядит суровым и целеустремленным. Намеки на Volvo все еще есть, отчего Polestar заявляет, что отойдет еще дальше с кроссовером премиум-класса Polestar 3, который, как ожидается, будет выпущен в следующем году, но детализация очаровывает. Безрамные боковые зеркала заднего вида – приятный штрих, в то время как юбки передней решетки находятся где-то между мягкими, неброскими фасадами, принятыми на некоторых электромобилях, и традиционными зубастыми пастями автомобилей с бензиновым двигателем. То же самое и с интерьером. 2022 представляет собой новую отделку салона из инженерной ткани угольного цвета Vivtex с соответствующими элементами декора Black Ash. Первый не пытается казаться кожей, и в результате он тем более успешен. Последний — это натуральное дерево, созданное только из побочных продуктов древесины для более экологичных целей. Ваше внимание по-прежнему привлекает большой центральный сенсорный экран Polestar, работающий под управлением OS Android Automotive с настраиваемым пользовательским интерфейсом. Это похоже на планшет, с короткой графикой и знакомыми приложениями, такими как Google Maps и Play Store. Встроенное соединение для передачи данных 4G LTE с трехлетним пакетом данных AT&T является стандартным и используется для обработки голоса Google Assistant, информации о трафике в реальном времени и потоковой передачи мультимедиа. Вы можете подключить свой телефон на Android для полной интеграции или в настоящее время iPhone через Bluetooth или кабель для воспроизведения мультимедиа, громкой связи Siri, сообщений и звонков. Apple CarPlay все еще впереди, теперь в конце 2021 года, а не в середине 2021 года, обещанном Polestar. Это отличная система, не в последнюю очередь потому, что Google Maps намного лучше, чем большинство автомобильных навигационных программ. Здесь алгоритм учитывает погоду, трафик, топографические детали, текущее состояние заряда транспортного средства и другие факторы при планировании маршрута и предлагает варианты остановки и подзарядки. Мне нужно было больше времени, чтобы испытать его, но даже за утреннюю поездку оценка оставшегося заряда в конце моей поездки была на удивление точной. То же самое и с оценкой дальности полета Polestar 2. Опять же, мне пришлось бы проводить больше времени с электромобилем, чтобы увидеть его потенциальные недостатки, но за время моей поездки обещанное расстояние было, действительно, расстоянием, которое он проехал. Учитывая, насколько опасения по поводу дальности полета основаны на сомнениях в том, что электромобиль проедет так далеко, как утверждает приборная панель, это важный фактор. При обычном использовании пикап с места напоминает Polestar 2 Dual Motor. Одномоторный электромотор, конечно, теряет мощность 231 литр и 243 фунт-фут крутящего момента, по сравнению с 408 литров и 487 фунт-фут от двойного двигателя, и на бумаге ускорение тоже медленнее, для этого требуется 7 секунд. Разгон до 100 км в час против 4,45 секунды. Однако, если вы не зарываете акселератор в пол, каждый чувствует себя неотложным и нетерпеливым вдали от светофоров и знаков остановки. Да Dual Motor быстрее. И одиночный двигатель Polestar 2 не обладает такой способностью менять лицо, как некоторые электромобили. В более крутых и агрессивных поворотах отсутствие полного привода заставляет вас немного больше знать о снаряженной массе в 4400 фунтов. Двойной двигатель лучше захватывает, а улучшенные Brembo в пакете Performance Pack, которого нет на одномоторном автомобиле, снижают скорость более агрессивно, а также стабильно при длительном использовании. Я не могу точно критиковать автопроизводителя за то, как задействован одиночный двигатель Polestar 2, если вам нужна лучшая производительность, которую он может предложить для всех электромобилей, и лучшая управляемость. Он с радостью продаст вам автомобиль за $55 тысяч. Эта модель начального уровня предлагает такой же контроль над уровнями рекуперативного торможения, вплоть до вождения с одной педалью, и опциональное замедленное движение в автоматическом стиле, но здесь нет режима вождения «Дикий швед». Вместо этого основное внимание уделяется практическим вещам. 155 копеек вторнику, че для быстрой зарядки постоянного тока,
разряжая электромобиль с 10 до 80% за 33 минуты. Здоровые 14,3 кубических фута грузового пространства, расширяющегося до 38,7 кубических футов при сложенном просторном заднем сиденье, еще 1,2 кубических футов в передней части. Одиночный двигатель Polestar 2 рассчитан на те же 2000 фунтов буксировки, что и двойной двигатель, и 165 фунтов, загруженных на крышу. 2022 Polestar 2, приговор об одном двигателе. Все это оставляет самый доступный Polestar 2 2022 года, который выглядит обнадеживающе разносторонним. Стильный, но не диковинный, красиво оборудованный, но без лишнего и дорогостоящего расточительства, вполне достаточная мощность, а не возмутительные уровни. Примите во внимание федеральную налоговую льготу США в размере $7500 для электромобилей, которая составляет менее $40 тысяч. Государственные и местные стимулы могут еще больше сократить это количество. Если мы хотим, чтобы электрификация действительно расширилась на массовый рынок, нам нужны такие автомобили. Электромобили, которые извлекают выгоду из преимуществ, предлагаемых их электрическим приводом, но упаковывают его достаточно знакомым образом, чтобы не оттолкнуть кого-то, кто ездит на бензиновом автомобиле. Предложение Polestar по послепродажному обслуживанию, вывоз и доставка с арендованным автомобилем, мобильные техники для небольших работ и трехлетнее обслуживание включено, также является комплексным и помогает восполнить пробелы по мере расширения физических мест. Реальность здесь такова, что Polestar не гонится за владельцами Tesla Model 3 или за любым другим существующим драйвера электромобиля. Одномоторный двигатель Polestar 2 2022 года – это шаг для тех, кто готов отказаться от бензина, но до сих пор относился к ним с осторожностью, будь то из-за диапазона, цены или бренда. Polestar 2, с достаточным количеством намеков на Volvo, чтобы быть знакомым, но не испытывающим недостатков в технологиях и стиля, является здесь сильным аргументом, который неожиданно появляется на ранних этапах существования автопроизводителя. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.